Привет! Сегодня наше второе занятие. С вами Best Couture, школа итальянского кроя. И сегодня вы увидите следующие этапы пошива вот такого пиджака с брюками-бриджами. У брюк бридж один карман слева, один справа, выточки сзади, они коротенькие с подворотом, а пиджак вот с такими красивыми накладными карманами. В этом видеоуроке мы изучим, как шьется пиджак. То есть изучим все, как делаются вот такие вот борта, воротник, обрабатываются карманы накладные, как они делаются, я вам объясню. Как шьется и втачивается двухшовный пиджачный рукав, как делается вот такое открытие для пуговицы типа шлице, и как сделается сама шлица. Изучив эти моменты, вы можете делать шлицу и на юбке, и на платьях, и на пальто. Здесь шлица, видите, раскрывается один в один, вот так. А здесь она, открытие накладное, одно на другое. Все это я вам объясню, как делается. И потом вы узнаете, как делается вот такая вот шлица, такой срез чистый за 1 секунду. Следите внимательно за уроками, подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы не потерять мои видео. Дальше я вам объясню, как шьются брюки типа бриджи с отворотом, с карманом, поясом и замком. Итак, приступаем. На мой взгляд, это самые лучшие журналы, которые есть и которые я видела, потому что время от времени я покупаю журналы просто для того, чтобы посмотреть, что советуют модницам для пошива. И всегда вижу очень значительное демоде, которое меня расстраивает, нет стиля. Здесь же вы увидите прямо с дефиле вещи, совершенно модные, в тенденциях must-have, и выкройки для них. То есть это палочка-выручалочка для любой любящей шить девушки, женщины. Так что переходите по ссылке, скачивайте и шейте со мной вместе вот такой великолепный комплект. Так, приступаем. Сейчас я вам покажу, где мы делаем оверлок. Мы берем все детали сначала и делаем оверлок. Посмотрите, где. На спинке у меня разрез. Делаем оверлок с одной стороны и с другой стороны. Дальше делаем оверлок без строчки, только оверлок на плече, на одном плече и на втором плече. Делаем оверлок вот здесь по рукаву. Видите? Дальше оверлок здесь. Это замок брюк. И вот здесь на кармане оверлок. То есть только оверлоки сначала делаем. Так вам будет проще и быстрее. А дальше мы приступаем к строчкам. То есть делаем строчку на машинке, на кармане брюк. Дальше делаем строчку на рукаве. Дальше делаем строчку на плече, делаем строчку по спинке, по центру спинки, с закрепкой вот здесь, а дальше у нас идет на 4 сантиметра ставим строчку и отпускаем верхнюю нитку, потому что эту часть мы будем распускать, но пока что делаем строчку. И следующее — это воротник. Проходим воротник, отрезаем уголки. Видите, как быстро я вам рассказала. А дальше теперь переходим к рукаву, чтобы вы поняли, как делать рукав. Рукав. Вот вы сделали строчку и оверлок. Следующий этап в рукаве. Делаете оверлок вот с этой стороны, с внешней, с лица. Оверлок. Потом вот так вот закрываете и даете еще один оверлок, а потом даете строчку,
закрепка и на 4 миллиметра до конца, которая, вот эту часть мы распустим в итоге. А здесь у нас нормальная строчка. Вот как это будет выглядеть. Вот строчка, закрепка и до конца дошли. Смотрите, как мы обрабатываем вот эти уголки. Мы вот так вот отворачиваем на нужное расстояние, потому что надо еще посмотреть по длине рукава, то есть я его сначала должна вшить и посмотреть. Потом мы заутюживаем. И дальше я вам покажу, как мы обрабатываем вот эти уголки, чтобы они у нас были чистыми. В дальнейшем видео вы все увидите. Приглашаю вас в мою онлайн-школу bestcouture.online, где вы изучите итальянский крой, то, чему меня научили в лучшей школе итальянской моды Полимода во Флоренции. Все я вам передам, всю схему, как создается одежда, потому что одежда начинается с хорошей посадки, с хорошего кроя. Ну а тем, кто не хочет изучать, им кажется, может быть, сложно, или они не предрасположены сами кроить, я вас приглашаю приобретать журналы, лучшие журналы итальянские, карта модели. Следующим этапом я соединяю по боку пиджак и делаю примерку, чтобы понять, насколько мне нравится форма пиджака. Надо ли добавить какие-то выточки на спинке, может быть, сделать по боку немножко вот здесь вот более приталенное. Это я буду делать на примерке. После чего я подготавливаю воротник, я его вот так вот выворачиваю. И заутюживаю таким образом, чтобы одна часть воротника немножко заходила внутрь, а вторая была руликом, как я вам уже показывала в прошлом занятии, когда я делала какую-то другую деталь таким же образом. Вот видите, рулик немножко, да, карман тоже так же надо заутюживать. Вот видите, немножечко руликом. Кстати, карман я здесь уже подготовила и хотела вам тоже показать. Карман, вы сначала его разутюживаете вот таким образом, а потом вы его заутюживаете вот так. И тоже у вас должен быть небольшой рулик. Видите, внешняя часть заходит на внутреннюю часть и образует маленький рулик. Здесь я буду делать отделочную строчку двойную. И в любом случае всегда внешняя часть лицевая, она заходит на внутреннюю часть и образует вот такой рулик. Итак, после подготовки воротника дальше вы увидите, как делаются борта. После примерки я обнаружила, что мне нужно сделать выточки на спинке. Вот видите, пиджак, средний шов. Я сделала выточки на спинке и сделала немножко приталенным, более приталенный пиджак. Потому что вот эти прямые пиджаки, ну, мне на мою фигуру не очень нравятся. Дальше. Обработанная центр спинки. Я сделала шов с закрепкой. А здесь у меня 4 сантиметра. Видите, какой шов большой? 4 сантиметра. А здесь у меня маленький шов 2 сантиметра с закрепкой. Только не сантиметра, а миллиметра. Это для того, чтобы в дальнейшем распустить этот шов. Но я это распущу только после того, как я обработаю низ изделия. Боковой шов я сделала. Дальше переходим к рукаву. То есть рукав. Чтобы собрать рукав, я вам сейчас объясню, как сделать вот такой вот рукав, куда будут нашиваться пуговички. Видите, какой эффект у рукава? Вот. Его можно отворачивать вот так вот и застегивать на пуговицы. Не забудьте подписаться, поставить лайк. До встречи в моей онлайн-школе bestcouture.online. Пока-пока!